Существует закон сохранения созданных временных социальных структур, который многократно проверен на бюрократических структурах экзотерического, обычного социума. Любую такую структуру можно рассматривать как организм, борющийся за выживание. Если создается какой-либо комитет, изначально имеющий ограниченное время жизни и штатные оплаченные единицы, то он сразу же начинает бороться за выживание, чтобы любой ценой продлить свое вроде бы ненужное существование. Этот закон действует и в эзотерическом социуме, только здесь таких структур многократно больше. Можно указать, например, на орден тамплиеров, созданный формально с целью защиты пилигримов в Святой Земле. Реальной же целью создания этого ордена был поиск артефактов в Храмовой горе на территории Иерусалима. Обе эти цели отпали, а орден продолжал существовать. Когда французский король и папа римский провели насильственную ликвидацию этого ордена, то оставшиеся в живых тамплиеры создали орден розенкрейцеров, который в свою очередь породил масонские ложи. На этот раз целью была месть королевскому дому Франции и папскому престолу. Обе мести были совершены, но созданные структуры никуда не делись. На самом деле в эзотерическом социуме существует множество таких структур. Есть структуры, цели которых никто не знает, в том числе их участники. В качестве примера можно привести один восточный орден, существующий в мусульманском мире. Члены этого ордена имеют особые одинаковые перстни. Перстень переходит в семье от отца к старшему сыну. Члены ордена встречаются примерно раз в 5 лет и устраивают совместный обед. На этом обеде решается важный вопрос. Назначается место и время следующей встречи и утверждается меню. После обеда члены ордена разъезжаются. Таких странных сообществ, деятельность которых непонятна не только окружающим, но и участникам, немало. Есть сообщества, управляемые извне. В этом случае высшая степень посвящения в одном ордене соответствует низшей степени посвящения в другом. То есть иерархии какого-то известного ордена или ложи получают указания от иерархов другого, никому неизвестного ордена. И орден, находящийся в тени, руководит деятельностью ордена вполне осязаемого, но ни один из его членов не посвящен в смысл производимой работы. После гибели ордена тамплиеров оставшиеся в живых рыцари разбрелись по другим орденам. Ионитам – Мальтийский орден, Тевтонам – орден Девы Марии Тевтонской, Меченосцам – Ливонский орден и так далее. Большая часть этих рыцарей, уже ставших частью других орденов, сформировала тайный орден розенкрейцеров. Как было сказано выше, его целью была месть Ватикану и Королевскому дому Франции. Для практической реализации своей идеи иерархии розенкрейцеров создали новый орден, получивший название «Братство вольных каменщиков» – масоны. Если в орден розенкрейцеров не принимали чужих нетамплиеров, то в ложе масонов брали практически всех желающих, по крайней мере, многих нужных для дела людей. Изначально в орден приняли много знатных особ и лиц королевской крови. Это создало высокий статус ордена, хотя принятые в орден принцы играли роль свадебных генералов и не были посвящены в его реальные цели. За все время существования братства вольных каменщиков исследователям его деятельности не удалось проникнуть в смысл этой организации, так как никто из участников не был посвящен в реальные цели этого ордена. Надо отметить, что, вероятно, и сам орден тамплиеров был создан иерархами другого ордена, условно называемого Сионский приорат. То есть мы имеем дело со схемой матрешка в матрешке. В приведенном выше примере с обедающими обладателями колец, возможно, идет речь об артефакте, разделенном на части, кольцо, которое собирается в целое во время этого странного обеда. Можно предположить, что наследник одной из линий, хозяин особого кольца, получает от отца не только кольцо, но и инструкцию, где и когда собирать весь артефакт, устраивать обед. Выбор меню обеда, очевидно, имеет значение, так как кольцо для работы нуждается в батарейке. Батарейка же является носитель кольца, энергетика которого определяется едой. Стоит упомянуть, что в названии этого странного ордена есть слово «павлин», который в мусульманской мифологии является символом, связанным с сатаной, Иблисом. Можно здесь отметить, что современная цивилизация построена на большой свалке, оставшейся от древних техногенных цивилизаций. Для первых постапокалиптических культур, после потопных, главной отраслью хозяйственной деятельности стала археология. В
Варвары, утратившие культуру и знания, выкапывали из земли множество артефактов, часть из которых можно было привести в действие. Далее эти артефакты начинали свой путь в человеческом социуме. Для людей они были волшебными предметами, воздействие которых на мир объяснялось обычной магией. Предмет создан древними волшебниками, и это объясняет его особые свойства. За работающими артефактами начиналась охота, в которой участвовали три главных силы – светские правители, религиозные организации и тайные общества. Каждая из этих сил стремилась извлечь из артефактов максимум пользы. Варварские короли жаждали заполучить диковинные вещи с необычными свойствами, но более всего они интересовались оружием или тем, что можно было как оружие использовать. Например, я видел мечи охотников за головами, изготовленные в наше время из автомобильных рессор. Почему бы древним оружейникам не создавать несокрушимые доспехи из обшивки звездолетов? Религиозные организации прежде всего были озабочены необходимостью демонстрации чудес пастве. Это бы указывало на поддержку данной религии со стороны Бога или богов. Религии сменяли друг друга, поэтому требовалось доказывать, что старые боги утратили силу, а новые ею обладают. В языческом мире, где нужно было доказывать отсутствие, несуществование и мифологическую природу другого бога, был простой метод выяснения вопроса, чей бог сильнее. Племя, которое удерживало за собой территорию, поклонялось самому эффективному богу. С появлением монотеизма старым богам языческого пантеона не нашлось места на небесах. Все они были отправлены в ад, где заняли место князей и подручных сатаны. Однако князья ада не могут быть могущественнее бога, поэтому все артефакты и чудотворные реликвии языческого мира подлежали изъятию. Большая часть этих артефактов была разными способами уничтожена, а то, что не удалось уничтожить, заперли в подвалах Ватикана. Небольшая часть артефактов попала в руки тайных обществ. Однако эти организации интересовались не всем подряд, они выискивали действующие древние артефакты или хотя бы те, которые можно было починить. Многие войны нашего времени велись не за ресурсы или территорию, а именно за обладание некоторыми артефактами. Такие цели никогда не обнародовали. В наше время стало известно, что некоторые артефакты немецкие нацисты получили из тибетских хранилищ. Сюда, видимо, можно отнести и телевидение, дисколеты, некоторые лекарства и генетику. Можно предположить, что за время оккупации Европы в руки Анненербе, Тули и Врил попало большое количество древних артефактов. Кроме каких-то приборов, произведенных заводами и лабораториями древних, сюда можно отнести и эзотерические книги, содержащие описание магических предметов и практик. Можно предположить, что в мире существует некоторое количество текстов, обладающих большой силой воздействия как на сознание отдельных людей, так и на целые социумы. Известны Тора, Библия, Евангелие, Коран. Это так называемые проявленные тексты, связанные с внешним экзотерическим социумом. Однако есть и внутренние эзотерические трактаты, предназначенные для узкого круга посвященных. Из наиболее известных можно упомянуть книги каббалистов Сефер, Ецера и Загара, а также китайскую книгу перемен. Известна также китайская книга Цзиан, написанная в России «Черная книга», и арабский текст Некрономикон. Эти тексты, предназначенные для избранных, не только несут в себе знания, но и сами являются сильными магическими артефактами. Можно себе представить орден хранителей какого-нибудь сильного магического артефакта. При этом смысл существования ордена состоит не только в сбережении данного артефакта, но и в перемещении его в некие особые точки Земли с целью оказывать влияние на протекающие социальные события. Например, в эзотерических преданиях упоминается камень Чинтамани, состоящий из большого камня и связанных с ним мелких камушков. В то время как большой Чинтамани укрыт в Тибете, маленькие перемещаются с хранителями по миру. Один такой камушек я сам держал в руках, черного цвета, похожий на металлический метеорит. Он имел на себе узор, похожий на отпечаток листа неизвестного растения. Чинтамани был спрятан в развалинах античного храма. Подчиняясь неясному внешнему приказу, я ночью отправился в неизвестное мне место, извлек камень из тайника и улегся спать дальше. Примерно год
Странный камень спокойно пролежал в столе, после чего был передан двум приехавшим из Германии могиням. Дамы носили аристократические титулы и имели прямую связь с эзотерическими кругами Германии. Внезапно я почувствовал сильный импульс, исходящий от камня. Надо было обязательно подарить его немкам. Как раз возникла потребность в ответном подарке, и камень вместе с историей его появления был передан заинтригованным аристократкам. Дамы отъехали в Фатерланд, и через 2 недели Германия объединилась. Неизвестно, где теперь находится этот камушек, причастный к судьбам мира. За год, проведенный камнем в моем доме, удалось установить, что он был привезен в Крым, где и был мной найден греческими колонистами, и имел прямое отношение к созданию Боспорского царства и города Пантикопей. Обычно я настроен скептически ко всяким откровениям, тем более внезапным побуждением к действиям, лишенным какой-либо логики. Однако здесь столкнулся с тем, что совершал действия, не задумываясь, руководствуясь некими неизвестными мне высшими целями. Думаю, что поведение хранителей каких-то раритетных артефактов можно объяснить подобными состояниями. Некоторое время назад мы исследовали яванские крисы. Я и раньше знал, что это любопытные артефакты. Не просто кинжал, а именно магическое оружие. Исследователи этих артефактов ввели термин «оружие богов». Интересно, что несмотря на всеядность Анненербе, эзотерики Гиммлера не проявили к крисам особого интереса. У нас же произошел просто взрыв интереса к этим странным предметам, обладающим собственной монадой. Я и раньше сталкивался с так называемым одушевленным холодным оружием. Как правило, это результат довольно сложных магических манипуляций. Колдун с помощью заклинаний может захватить ментальное тело, душа какого-то опытного воина и вложить ее на стадии плавки металла в заготовку будущего меча, шпаги или сабли. Известны и церковные ритуалы освящения оружия, в основном мечи, с присвоением имени и подключением канала святого покровителя данного оружия. Иногда в качестве покровителя использовали архангела Михаила, архистратик Михаил. Японцы в средние века устраивали обряд освящения меча, когда только что изготовленным мечом убивали неизвестного человека на перекрестке дорог или приговоренного к смерти преступника, смазывая меч в крови и тем самым привязывая душу убитого к оружию. На Востоке дамасские клинки охлаждали в теле раба, при этом человек, естественно, погибал, а его душа вселялась в клинок. Крисы создают кузнецы, принадлежащие к определенной касте. Интересно, что вселенные в них души имеют нечеловеческое происхождение, но относятся к расе нагов, люди-змеи. Нагов и гарут почитают в разных местах Юго-Восточной Азии. При этом крисы производятся именно там, где почитают нагов. Существуют прямые крисы, соответствующие замершему или неподвижному нагу, и извилистые, соответствующие нагу ползущему, следующему по пути. Назначение этих крисов различное. Прямые крисы чаще именно боевые, наг готов к удару или атаке, а извилистые и волнистые имеют магическое назначение. Ползущий наг, следующие пути, является для хозяина, обладателя меча, наставником и помощником в искусстве. Традиционное название магии. При исследовании крисов мы выяснили, что в отличие от большинства известных нам артефактов, каждый из них обладает и свободой воли. Он может по собственной инициативе взаимодействовать с хозяином, накапливает опыт и развивается. Можно предположить, что некоторые ордена, принадлежащие к эзотерическому социуму, хранят подобные крисам автономные артефакты, чрезвычайно самостоятельные предметы, которые просто выполняют волю. Если говорить об эзотерической традиции, связанной с древними техногенными цивилизациями, то можно предположить, что их компьютерная техника при небольших физических размерах нанотехнологии достигла высокого уровня сложности, сравнимого с человеческим сознанием, и могла породить артефакты, лежащие в настоящее время в основе некоторых устойчивых эзотерических эгрегоров, орденов. Слово «орден» происходит от немецкого «орднунг» – «порядок». Обычно религиозные ордена, наиболее известные, отличаются наличием устава, регламентирующего жизнь и поведение его членов, а также программы, описывающие конечные цели, которые члены ордена планируют достичь. Магические ордена можно представить себе как организации, в которых маги проходят производственную практику после завершения обучения в малых гильдиях.
При этом целью практик являются не какие-то свершения, а именно получение опыта. Поэтому внешнее проявление деятельности ордена может быть любым. Если провести аналогию с рыбалкой, то целью мага является не улов, а навык. Поэтому можно предположить, что в основе деятельности некоторых магических орденов лежат какие-то древние традиции первоначального назначения, которых никто из ныне живущих не знает. В такой ситуации управление орденом может легко перейти от людей к какому-то древнему артефакту. Например, сионский приорат, лежащий в основе европейских орденов, связывал себя с горой Сион, храмовая гора. Но храмовая гора является местом, где царь Соломон, сын Давида, построил храм, первый храм, являвшийся вместилищем Ковчега Завета. Этот артефакт относится к наиболее известным и сильным. К тому же в настоящее время никто не знает, где он находится. Большинство религиозных иудеев верит, что ковчег не покидал храмовой горы. По преданиям, один из пророков спрятал его в ее подземельях. Я там был и видел многочисленные засыпанные коридоры, отходящие от центрального зала, в котором масоны периодически проводят ритуалы посвящения. Согласно преданию, орден тамплиеров, рыцари храма Соломона на горе Сион, производил на горе раскопки и вывез из недр горы нечто. Известно, что на территории Эфиопии в Аксуме тамплиеры построили храм, в котором спрятали то, что вывезли из Иерусалима. Возможно, это какие-то святыни, связанные с Иисусом, но вполне быть может, что и сам ковчег. Описывается, что этот артефакт имеет вид ящика, конструкцию конденсатора атмосферного электричества и излучение, аналогичное ядерному реактору, что в древности он игрался народами, как шахматист шахматными фигурками. Почему не предположить, что в новые времена ковчег нашел себе новых хранителей, которых тоже использовал в своих целях? До сих пор непонятна подоплека крестовых походов. Сперва взбудоражились медиумы, одержимые и пророки. Потом заволновалось духовенство. Тронулись в поход дети, все дети до полового созревания медиумы. Потом бродяги. И, наконец, тронулось закованное в броню рыцарство. В целом, эффект от этих походов оказался равным нулю, если обращать внимание только на достигнутый внешний результат. Но если рассмотреть историю походов с точки зрения вывоза ковчега из региона или формирования структуры его хранителей, орден, то да, можно во всем этом увидеть смысл.